Чтобы вы совсем не думали, что Konami сидят и ничего не делают, они, между прочим, придумывают карточки. И более того, они придумывают новые навыки для этих карточек. Ведь как-то же надо оправдывать релиз тех или иных игроков или делать их хоть сколько-нибудь привлекательнее, чем они могли бы быть с другими навыками, не знаю. В любом случае, с момента релиза eFootball 2026 в игре появилось два новых навыка, и как обладатель карточек с этими двумя навыками, могу сказать, что они по большей части бесполезны. Сегодня предлагаю порассуждать об этих самых навыках, я расскажу о них поподробнее, если кто-то до сих пор не понимает, в чем их суть, а также порассуждаем, не убивают ли подобные навыки игру, или имеют ли они хоть какой-нибудь вес в рамках eFootball. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. А если же вы играете на ПК, то через PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam, и в честь Черной Пятницы по моему промокоду комиссия составит целых 0%. Да, вы не ослышались, пополнение без комиссии. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А в телеграм-канале ребят проходит розыгрыш на мощнейший кастомный игровой ПК. Также среди других призов игровая клавиатура, ключи от RK Riders и пополнение баланса в Steam. Скорее переходите по ссылке, чтобы принять участие в конкурсе. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так о чем это я? Точно. Первый навык, который появился в игре, это Low Screamer, у нас же его перевели как выстрел низом, и как нетрудно догадаться из названия, да и в принципе из игроков, которым этот навык лепят, он связан с сильными ударами, зачастую низом, опять же исходя из названия, и связан он с ошеломляющими ударами непосредственно. Игра заявляет нам, что при наличии данного навыка ошеломляющий удар наносится быстрее, если полоска силы удара заполнена не менее чем на 50%. Стоит отметить, что скорее всего здесь не совсем верный перевод, ведь исходя из тестов Амадеуса, это китайский блогер, который проводит разного рода замеры в eFootball, проверяет те или иные навыки, карточки, модельки и так далее. И исходя из его тестов, он пришел к выводам, что на саму анимацию совершения ошеломляющего удара данный навык никак не влияет. Поэтому, когда в игре пишется «наносите ошеломляющий удар быстрее», подразумевается, что сам ошеломляющий удар будет лететь быстрее, нежели у всех остальных игроков. То есть данный навык влияет не на анимацию ошеломляющего удара, а на скорость полета после его нанесения. И вроде бы логично, да, но с другой стороны, сами-то ошеломляющие удары, в этом-то и суть, что это необычные удары, и времени на исполнение анимации для этого удара уходит немного больше. И получается, что далеко не всегда есть возможность использовать этот навык. И уж тем более, если вы играете против более-менее понимающего соперника или даже матерого соперника, вряд ли вам дадут столько пространства, чтобы вы подстроились, нанесли ошеломляющий удар, и тот самый выстрел низом полетел в сторону ворот. Поэтому на фоне данного навыка поинтереснее в теории выглядит следующий навык, который уже появился в игре вместе со Златаном Ибрагимовичем, это нацеленность на ворота. Крайне странный, во-первых, навык, во-вторых, способствует тому, чтобы игроки бездумно херачили за одну конкретную модельку, набивая ей статы. Игра описывает данный навык следующим образом. Улучшает связанные с ударами способности игрока после нанесения каждого удара, вплоть до 8 улучшений. То есть всякий удар вам прибавляет плюс 1 пункт к навыкам, связанным с ударами. И по сути, то, что я и сказал ранее, игра всячески способствует тому, лишний раз подвигает, чтобы игроки наносили удары там где-то уместно, там где-то неуместно за одну конкретную модельку и лишний раз набивали ей статы. Опять же, обращаясь к нашему тестеру Амадеусу, который провел замеры, связанные с этим навыком, он вроде как улучшает 3 конкретных позиции. Это удары по воротам, то есть исполнение стандартов, подкрутка и завершение. Но при этом Амадеус добавляет, что навыки не способствуют тому, чтобы какие-то конкретные навыки переваливали за значение в 100 пунктов. Этому способствуют лишь бустеры. Реализация за сотку может перевалить благодаря бустеру, тогда как навык, подразумевающий улучшение той же самой
самореализации сможет поднять ее максимум до потолка в 99, в 100 пунктов и выше уже не поднимет, даже если этот потолок будет достигнут раньше, чем будет использован навык. В общем, понимаете это как хотите. В описании под этим роликом я оставлю ссылку на пост в Телеграме, где этот навык расписывается более подробно и тесты, связанные с ним, и к каким выводам пришел автор. Суть моей мысли все равно заключается в другом, а именно в том, что далеко не у каждого игрока наберется по 8 ударов за матч, да и во всяком случае 8 каких-то конкретных моментов за матч. И опять же все сводится к тому, что приходится тупо спамить даже там, где это не совсем уместно, с какой-то призрачной надеждой, что скилл станет чуть получше и в каком-то моменте он сможет зарешать. И как бы у нас и без того наблюдается тенденция к упрощению игрового процесса, когда геймплей поощряет множественные забросы на половину соперника, будь то вот забросы буквально или же передачки в разрез на треугольник, те же самые донатные составы, чьи рейтинги вечно растут, и тот же самый умный помощник, который начали использовать даже не столько фри-ту-плейщики, сколько и донатеры в том числе на самом-то деле. И вот при всем этом игра предлагает что-то вот из разряда: ну вы бейте там, бейте, и в конце концов у вас скиллы станут еще больше, и вы, наверное, 100% забьете. Да, блять, о чем говорить, когда одна из подсказок в игре это буквально слова о том, что если у вас что-то не получается, то, наверное, вы слишком много придумываете. Попробуйте ударить на шару, того, гляди, что-нибудь и забьете. Но понятное дело, что какие-нибудь более-менее рукастые игроки, у которых будет карточка Ибрагимовича в составе, не будут намеренно руинить свои потенциальные моменты, просто чтобы набить ему стату. И, соответственно, они по возможности и так будут забивать за него голы и без повышения скиллов, и, соответственно, назревает вопрос, а зачем тогда такой навык нужен? Ведь если тот же самый Лоу Скример еще можно представить для тех же самых Роберто Карлоса или каких-нибудь Джерардов, за которых действительно можно опасно пробить из-за штрафной, то вот подобный навык с нацеленностью на ворота, ну, как-то, ну, фиг его знает. И с другой стороны, а не пытаются ли Konami подобным навыком оправдать деревянную модельку шведа, которая вообще не соответствует своим цифрам? Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Ваше мнение касаемо навыков в игре я буду ждать в комментариях под этим роликом. Какие, на ваш взгляд, наиболее полезны в игровом процессе? Ну и что вы думаете насчет этих двух навыков? Насколько они полезны, по вашему мнению?